Привет, друзья мои! Сегодня очень необычный формат видео. Сегодня я собираюсь съездить в гости к своей бабушке. Я ее не видел целый год, видел только в прошлом году. Она живет в довольно глухой деревне, у нее там свой дом. Деревня такая, где там 20 домов и, наверное, человек 10 живет всего. Поэтому у нее нету ни связи со мной, ничего, у нее нет сотового телефона, она не умеет им пользоваться. И я не знаю вообще, вот проходит год, я не знаю, она живая, не живая. Она живет в другой части Беларуси, и мне приходится ехать туда довольно долго, но все равно хотя бы один-два раза в год я туда езжу. Когда теплая погода, я сажусь на своего коня и лечу туда. Поэтому хочу показать вам такой вот формат. Покажу немножко с своего угла зрения Беларусь, что для меня дорого, какие места, что я вижу красивым. Покажу вам, как живет моя бабуля, ее быт, мое общение с ней. Мне хотелось, чтобы вы как бы запечатлели в своей памяти не только меня, но еще и моих родственников. Она единственная, кто у меня осталась, это бабуля. На самом деле она не родная мне бабуля, она двоюродная, как бы считается. Потому что родная бабушка умерла уже давно, а это ее сестра, она младше ее. Но я все детство проводил у нее, она стала тем человеком, кто приучил меня к природе. Я ходил с ней по ягоды, по грибы. Вот этот человек как бы сформировал мое видение к природе. Поэтому я хочу, чтобы вы познакомились с ней. Хочу оставить в своей памяти, в вашей памяти ее. Ей сейчас почти 90 лет. И я думаю, что вам будет интересно довольно увидеть такой вот формат видео. Все равно я собирался туда ехать, но решил, что надо записать и показать вам. С Яшкой все в порядке, я его накормил. Он там у себя, налил ему лужу большую, и все у него хорошо. Ну что, вперед, сейчас на заправку и в дорогу. Друзья мои, небольшая остановка. Это моя любимая река. Река называется Неман. Обожаю эту реку. Места вокруг шикарные. Сосны. Высокий берег. Все как надо. Много рыбы. Хотел вам показать эту реку. Люблю здесь отдыхать.
Всегда, когда еду к бабушке, заезжаю сюда, купаюсь, провожу какое-то время здесь. С удовольствием бы приехал куда-нибудь сюда в поход. И, наверное, обязательно это сделаю. Следующая остановка будет интересный музей. По дороге тоже он. Остановлюсь там, покажу вам тоже интересное место. Вот я и приехал к этому дому. Это дом-музей. У него очень интересная история. Сейчас тут косят траву. Немножко громко, шумно. Эта остановка когда-то была. Этот человек, который построил этот музей, он из остановки сделал вот такое место интересное. Вот такая крыша невероятная здесь. Остановка прям как музей. Очень интересно все выполнено. Здесь можно посидеть, покурить, даже пепельницы ставить. Люди приезжают сюда со всех мест, отовсюду, из России даже. Это место находится на пути к замку Новогрудскому. Это очень серьезный памятник. И всегда люди проезжают мимо, они всегда останавливаются, здесь ходят, смотрят. Вход туда платный, небольшая плата. Здесь есть вот такое озеро шикарное. Небольшое, но очень интересное. Сюда приезжала моя мать купаться. Здесь уже недалеко Новогрудок. И дети в те далекие времена приезжали сюда на велосипедах и купались. С той стороны там пляж. Здесь проводят всевозможные фестивали. Можно останавливаться с палатками. Такая дорожка идет к дому.
Представляете, да, сколько вложено здесь труда, денег. Это построил один человек. У него была мечта сделать дом-музей. Если вам будет интересно, я когда-нибудь приеду и сниму целый фильм, потому что здесь очень много чего можно посмотреть. Здесь разные комнаты, помещения интересные. На здании там русалки, видите, на крыше. Очень интересное место. Если вы заинтересуетесь, если у вас будет очень много, я сниму отдельный фильм. Но пока вот так вот как-то я вам осветил это место. Вот и родина моей мамы. В этом городе она родилась. Вот такое место здесь необычное. Это дорога ведет к замку Новогрудскому. Сейчас мы подойдем к нему, я покажу, где я проводил детство свое. Вот такой памятник интересный. Город небольшой. Здесь примерно 40-50 тысяч, наверное, населения, не больше. Вот как-то так выглядел замок этот. Ну и все, что от него осталось, сейчас увидите. Вот таким рвом был он окружен. Ров был заполнен водой когда-то. Ну, все изменилось. Теперь это выглядит вот так. Здесь постоянно ведется какая-то реставрация. Что-то пытаются восстановить. Выглядит это, конечно, намного хуже, чем выглядело раньше. Видно, что это все современное уже. Делают стену. Наверное, хотят, чтобы это выглядело более цельно, потому что стены почти уже не оставалось. Ну, влаживают деньги. Когда-нибудь это будет все красиво выглядеть. Вот такие остатки замка. Это башня когда-то была. Но она вот сохранилась лучше всего. Ее никто не реставрировал, ничего. Вот она такая. Ну а сейчас идет реставрация. Идет реставрация стены самой. Будут восстанавливать полностью стену вокруг. Ну а уже остальное ничего больше делать не будут. Вот здесь вот сделали тоже кусок такой вот башни. Там земля движется, и башня чуть не упала. Вот такими растяжками ее держат. Но это полностью современная уже обработка, так сказать. Внутри там еще какие-то камни родные остались. А так снаружи вот обложили кирпичом. Выглядит это, я считаю, убого по сравнению с настоящим видом. Вот как оно выглядело раньше. Ну, а этот вид для меня самый невероятный. Я всегда приезжаю сюда и прихожу. Все детство я провел свое здесь. Приезжал к бабушке.
Моя родная бабушка жила в этом городе, а ее сестра уже вот в деревне живет. Соответственно, бабуля, она с деревни, ну, приехала вот сюда. И в этом городе уже обжилась. И я приезжал на лето вот сюда, в этот город. Вот такой замок. И вот на этом замке мы играли, лазили по этим стенам. Здесь было больше намного, когда это было в Советском Союзе. И вот этот замок, он выглядел намного целее. И вот эта стена здесь тоже была целая. И мы лазили тут везде. Было интересно играть, бегать по этим оврагам. Вон там внизу парк был, качели, там озеро есть. Прямо в парке. Красивое, с лилиями там. Ну, интересно. Вот так вот это выглядит. Сейчас покажу еще что-нибудь. Там есть памятник рядом. А вот стена, ребята, была именно вот такой вот толщины. Это точно, потому что я помню еще с детства, что она была вот такая. Так что они восстанавливают, в принципе, ее практически в оригинал. Какой интересный там склеп. Наверняка тоже с этих же времен. Этот курган был насыпан в честь Адама Мицкевича. Вот такой курган. Поднимаешься вот так вот по нему. И можно постоять там наверху. Сейчас подымусь. Посмотрим вместе с вами. Вот такой вид интересный отсюда. Раньше эти деревья были маленькие, поменьше. И я отсюда наблюдал за всей округой. Мне, малышу, было очень интересно все это. Конечно, замок выбирали специально в таком месте, самом высоком в городе. В то время вот так строились замки. Здесь много всяких костелов. Все эти костелы во время Советского Союза были забиты, заброшены. И мы по ним лазили, отрывали доски с окон, залазили, играли там. Сейчас все это восстановили. Все эти места можно посетить. Город старый очень. Не помню, какого он года, но очень старый. Новогрудок. В основном дома здесь вот одноэтажные. А так есть там дальше район уже более современный, где высотные дома. Пятиэтажки, девятиэтажки. Ну что, поедем, а то уже время много. Надо ехать к бабуле. Такой огромный ров здесь. Стройка. Ну, надеюсь, будет все красиво. Вот решил зайти вот в такой магазин антикварный. Сейчас вам покажу, что здесь есть. Довольно интересный. Много старинных всяких вещей.
Так что, если приедете сюда, не забудьте зайти. Можете что-нибудь приобрести. Ну, а это дом, в котором я провел детство. Это дом моей бабули. Он многоквартирный. Сейчас здесь, наверное, 3-4 семьи живет. Сейчас я зайду вовнутрь. Покажу вам. Такие сараюшки. Вон прямо туда была сараюшка моей бабушки. Там они тоже свинку держали. Такой дворик тут. В этом дворике я проводил свое детство. Ну и вот квартира, в которой она жила. Вот это вот крайняя. Здесь вот вход. И вот эти два окна и ее. Там две комнаты получались. Одна вот здесь проходная и одна вот здесь. В этой комнате спальня была. Я вот тут проводил свое детство. Погреб такой хороший был. Когда-то этот дом принадлежал одному человеку. С той стороны был центральный вход, а здесь уже прислуга жила, скорее всего. Там у него была основная квартира. Вот вдоль этого дерева. Там туалет, конечно, на улице. Была дорожка наверх, и там было кладбище. Вон там, где деревья большие виднеются. А это кладбище было очень старинное. Там были склепы. Все одни склепы. И мы в этих склепах прятались, играли. Видели эти скелеты засушенные. Нам было так интересно. Здрасте. Ну вот и деревня. Подъезжаем к ней. Вот здесь вот водокачка стоит, и вон там вон ферма. Здесь я в детстве пас лошадей, коров. Больше всего любил, конечно, лошадей, потому что можно было выбрать себе самого красивого жеребца и целый день на нем, без седла. Ноги колесом потом, правда, но все равно счастье было такое невероятное. Такие вот места красивые здесь. Очень красиво. До сих пор в сердце моем это место. Ну что, двигаемся дальше. Остановка, здесь останавливался автобус, и я вот здесь выходил, и вот дом сразу. Вот этот дом. А вот и бабуля моя здесь. Смотрит. Не узнает, наверное. Ну что ты, живая?
Пока пускай тут стоит. А что это Ну, за знакомьтесь, это моя бабулька. Любимая. Сейчас вам покажу дом ее. Такая хатка. Ну как ты, бабулечка? Жарище таке. Жарко? На мотоцикле не жарко, хорошо. Жарище, что ты. Я вот, Земляника прямо Я- возле забора? ну так не бачила, что я не спелая там уже. Ой, как хорошо. А тут спелая, пошла, давай есть, есть, урод сразу, урод, а после ним пойду кубок возьму. У кубок рвала. Мгм. Трохи поела, а это вот поставила стоять. Ой, ну что, по-моему, Какая вкусная. Здравлю тебе есть. Не надо есть, чая попьем. Я завтракал уже. Я ж Да? ехал к тебе позавтракал. Ну, Чайку давай попьем. Ну, чаю звоню. Ну, поставь чайку. Мгм. Спасибо. Ешь еще ягодки, ешь. Не, все не буду. Тебе же тоже витамины надо. Крыха, да. У Леши я бачила там вот. Гедек цвели много ягод, гедек хорошо цвели. А я говорю им, ягодам этим, цветете, растете, а я приду вас порву. Пошла, все высохло. Повысыхали, Да. посохли. У меня в лесу тоже ничего нет. Нема ничего, нема. Никаких ягод, ничего. Лишь года я же вещицы ношу, а это нема. Обошла весь лес, ничегошеньки нигде нема. А я думаю, приеду как в том году, а ты где-нибудь в грибы пошла. Нема, может, теперь пойдут, дождь пришел, такие великие. Мгм. Я вовремя приехал, а так бы стоял, тебя ждал опять. До обеда. Ты на лагодку был? Да, был в Новогрудку. Заехал на замок, заехал к дому. Показать своим друзьям всем, где я провел детство. Тебе ж надо громко говорить, ты ж не слышишь. Да? Я весной, Дай выпью твоей воды. вот это в обере, там, вот, что я вылила, и вот там, свежейшее. Я рано ходила в этим ведерком. Холодненько, смачное. Ой-ой-ой. То давай я пратать. Взяла грабельки, у меня такие маленькие грабельки, густенькую. Так я и со дна этими грабельками, сколько могла, повытягивала эту грязь, жабурыню эту. Веник взяла, обняла все трубы такого, обняла, тогда выливала, сколько могла достать вот такого. Выливала. Сейчас покажу людям, какая печка у тебя. Вот, я вот сюда залазил на эту печку и тут лежал. Вот такая печка тут интересная. Бабуля мне тут есть готовила. Вот тут вот ставила вовнутрь туда. Не надо, бабуля, так видно все. Вот такая там внутри еще там печка. И там все готовится. Вот там вот, и дрова Там лежат. дрова лежат, там палится. И мне, помню, ты варила с фасолей такой суп. Как он назывался у тебя? Фасоля. Ну, с фасоли суп. Ну, Как назывался? Фасолевый Просто суп. фасолевый? Называется. Ну. И блины, я встану утром, а тут целая тарелка большая блинов. Теперь тепло, не полю. Вот такая комната. Здесь ничего не изменилось. Все как было, когда я был маленький, так все и осталось. Все вот так вот, как было. Кровать та же стоит.
Только здесь за место дивана тоже кровать стояла такая железная. Шкаф просто отделяет комнату. Марта, ти в хаті? Марта. Ляжіть собі на подушку. Ну, так это ж Чем мне нормально. плохо, скажи. Да. Мартошка ты моя. Я не хочу жить, я не хочу жить. Чего? Ну, потому что плохо Скучно мне. одной, да? Добро жить, як здоровая. М, Що глянула, що зробила. мгм. А так не могу. Ну да. Вот треба кашить, не могу. У меня сейчас тоже суставы болят, так я лечусь. Ну, а Суставы это разболелись. судороги это задушивают Да. по ночах. Ноги, да? Ну, Надо лекарства. У тебя магния не хватает. пью таблетки. Не Вот так помогает? не ходжу нигде, не роблю тяжкое, еще кое-как. Мгм. Но если схожу из лесу, тоже Ну, ночь. короче, это у меня от тебя пошло. У нас, короче, родственное. Я тоже как похожу, все начинает у меня ноги болеть, руки, все болит, все везде болит. А руки тоже Локти болят, все болит. Плечи болят. Так ты ж молодым, в твоем возрасте я еще... Да я помню в твой возраст. Я же к тебе попал, тебе Ну, было сколько? Лет 50, ну. 45? Ну, Когда первый раз я приехал. Сколько тебе лет было? а буду я ведаю. 45, наверное, где-то. Ну, более молодая совсем молодая была. была. Ну, О, сорви голова была. да, да. И еще здоровая была, я кони косила сама, и картошку окушала конем. Як ми кажемо, ну, обганяла, сама барановала, сама, все сама. Я смотрю на тебя, ты же как дюймовочка, такая маленькая. Как ты этот плуг тягала? Тягала, хоч тяжкий була, тягала. Все, а на фермі. Скільки робот було. Мгм. Дома, а дрова. Ну да, дрова. Ніхто мені нічого ніколи не робив. Це вже тепер, я вже прошу, бо вже не можу. Ну, конечно. Ще конечно. прошлый год все сама косила вокруг, это вот, яка трава. Мгм. Гэтый год тоже первый раз скосила, а более я уже не могу. Уже вот Мгм. сегодня начала вот тут вот. Коса тупая. М, Я Мгм. перед сама кляпала косу, а теперь я не бачу. мгм. Ехал Миша, то у нас скажут, Теклин Миша ехал. Иди покоси. Пришел, маханул разу сколько, давай косу, я пойду накляплю, а то тупая коса. Ты пошел до дому кляпать косу. Мгм. Я не могу косить уже. Кажется, я добро кошу, умею ж косить. Коса скача поверху, трава Ну да, щадит. да. Если коса тупая, что Ну, сделаешь? коса тупая. Мгм. Это перед мне Логин все кляпал косы. Ее наклепля, никто гэтых не наклепля. Мгм. А это в больницу попал. Я не знаю, уже, может, приехал. Няньку свою вчора чи был у меня. С молодым мужчина. Дай. Валера, возьми мою косу накляпи. Павловна, я свою не умею кляпать. Тебе як накляплю, то Мгм. и не покосишь ни ты, ни я. Ну да. Я не умею кляпать добро. А тут я бачу, тебе ніхто кляпав акуратно і много. І он накляпля широко, як довго накосила. Мгм. Я кажу, Логин мне еще весь час уже от году сколько Логин мне клепляет. Я кажу, в больнице. Ну, каже, я чув, что он в больнице лежит. Нема кому. Кому не скажи, не умеют. Да. Да в баке. Я тоже не. У меня же это бенза. Все, сейчас никто не косит такими косами. Ну, так у вас. Теперь як і тут ніхто не косить. Все це, як я кажу, дрипалка это. Мгм. Все дыр это. Да, да. Все бенза. Так косят. на вот я хотела купить. Кажу, я куплю. Покажут мне, я буду косить. А мужчины кажут, ты не потягаешь ее, она тяжкая. Да, Там же и бензин заливать треба, и все. да. А леску ты заложишь, не заложишь. Будешь просить постоянно кого-то. Ну, Зачем тебе это? Тебе уже не я дает. кажу, я хотела, думала, что я сама буду косить. Где ты покосишь, ты не потягаешь ее. Уже я осталась. Кажу, хай росте трава, в стежку
Зоя мне попырскала, как сгорела трава. Вот до криницы, вот туди до половины, тоже она мне попырскала. А это сегодня я заправила сама уже, далее буду пырскать сама. Ой. Вот звонит Лена, баба, может до тебе привезти ту сітку, ти дома ніде не робиш, так може виходиш її. Я кажу, ну в'яжеться, тільки мені картошки мало і муку ж треба. І вони мені привезли ще м'яку картошки і мішок муки привезли. Ну так я думала, ну благі там благі, или не гедакі, а не косточки. Гедакі худющі. Як пустили у хлевчик мне, так я, а боже мой, так он не сегодня-завтра сдохнет, а вы мне привезли, хочете, чтобы я выгодовала. Лена каже, ну баба, сдохнет, так сдохнет. А выходишь, значит, будем выхожен. И я выходила его. Кто что мне говорил от поноса? Главное, понос унять. Ну да. Казали, горелку купи горелки или по ложце у яду. Била. Бей яйца у яду. Яйца била. Кто что советовал? А уголь давала? Уголь Уголь от костра, угли. не давала. У меня был когда кабан давно-давно, у него понос начался. Он упал и уже не вставал. И я ему принес и под нос подсунул целую охапку углей. Вот костер полил и подсунул. На завтра прихожу, он уже бегает, все, ни поноса, ничего. А угли все съел. Углю мне никто не подсказал, я не давала. А так, всякую всячину я ему давала. А яйця як привик. Як ту глядиш яйцо, так аж дружить. Не помагає, тут з'їв, тут його тяче. Тяче у світ, тяче. А пошла это Муравская, это моя сестра двоюродная, с Малюшич, привезла мне черные рябины и чеснока. И каже, черную рябину подсуши трохи, и тоді потовчи, и сыпу в яду. А чесник кришить дром меленько, и тоже в яду. И стала гедек давать, глянь, припинився понос. И стал расти, вырос, великая свинья была. Ну я ж приезжал, видел. Ну, Велька, да якая она разумная была. Як она все понимала. Боже, будь у хляве, а я на надворку, капишуленька, иди блина дам, бежить. У меня Яшка так же. Малины научила есть, ягоды из малинов. Капишуля, ягодки будешь есть из малинов? Ух, буде. Буде. Нарву такого жменю. На ягодки. И она хоп. Еще нарвать. Рви. Нарву есть. А уже як наестся, хватит. Еще рвать. Закрутила головой и пошла. Ну, как понимала. Такая разумная. Ну, только и свинья, и она як стане гукать, и она меня удушила. Я думала, вообще я лопну. Лячить аби куди. Думаю, вона до книра хоче. Попросить, хто помог. Нема кого. Одна бегаю. И уже последний раз я думала, действительно сердце лопнет. Уже у грудях у нее... Убежала куда-то, да? А? Убежала от тебя или что? Не пустила. Ну, по дворе летала. Утяче. Я не гораджу, все равно утяче. И летая, поволі летая. А я за ёй. Добре, что она Рахмана была. И я ее не отпускала далеко. Радом. Куда я, туда я. Капушуля, туда не можно. Капушуля, туда нельзя. Один раз думаю, я возьму молока в ведро налью, и она за молоком приведу до дома. Нифига. Капушуля, на папе молочка. Садила голову в молоко, пье. Як я не стим ведро, как я набегла за мной, и она в другий бок, ходу. И я бегала. И все-таки я ее оттуда, с-под Мазурка, прибавила на надворок. Думаю, не дай Бог, она пойдет на дорогу, пойдет туда, я уже там не дам рады. Не сбегаю еще. Еще капушулька, туда не можно, понимаю. Куда
Куди я її верну, туди я найду. І взяла сюди важно на дворик, а тут уже загороджено. А якраз палка стояла на нас. Я палку ухопила, да палкой пою, да палкой. Ну и полетела туда под хлев и упала на землю. Заморилась, шлетаючи. А у меня сердце у Бога на Бога. Ну, дай Бог выскочить. Стресс у тебя, стресс. Ужас. Там зедлики теперь стоит. Я села на этом зедлику и плачу. Плачу, не могу. И думаю, дай Бог мужчина. Разнервничалась. Разорвется сердце. Вот такая вот дорожка идет к родничку. Да, коров нету, и вот все зарастает. Вот она идет в такую даль за водой. Старый человек. Ну что поделаешь. Вода здесь хорошая именно в этом месте. И вот она живет долго за счет воды. Ветер был сильный, поломались ветки. Угу. Да, да. Вот бьет она крыница из-под земли. Вот так они. И вот видите, болото какое. Это все наливается за счет вот этих крыничек, подземных ключей. Сделали вот такую крыницу. Листья нападали тоже тут. Сейчас я попью холодненькой водички прямо отсюда. Иди сюда, я сберу листья. Вода просто невероятная. Вкус детства, да. Набрали ведерко водички холодненькой попить. Ну, тут-то, в принципе, недалеко. Ну, вот старому человеку, конечно, с ведром далековато. Но другой воды она не хочет. Говорит, это самое лучшее. Вот тут его поставим. Будет свежее попить. Сейчас, друзья мои, мне бабуля сварит затирку, да? Ага. Затирка называется? Ну, затирка. Это я с детства такой любил эту еду. Называется крестьянская еда. Ой, Сейчас будем что не смотреть. включила. Не включила, так шмат. Ага, Ось пыхни, как холера. да. Красиво, фибону. Хватит, может? Ну, Не хватит? Мне кажется, выдумывают, чтобы покупали продуктов побольше. Чтобы деньги тратили. я не знаю. Это мне Муравская сказала, Уже знаешь, сколько лет это говорят, что голодовка что будет? там на Украине На Украине, может, и будет, там у них плохо дело. Там же что-то... некий мужчина там подсказывает. Каже, он предсказывает по этим вирусам, что будет болезнь, где ходить люди много умирать будут. Угу. А тоді сказав, що ще не починалася війна, сказав, війна буде. А це тепер говорить, що буде голодовка. Угу. Ну, каже, його перезнали того діда.
Уністожиться все. Хто його знає, що буде. Тепер хочу знати, чи добре воно. Ну, пливи. Нормально. Ага, начинає крутити. Тими ногами цього гору. Хватить одного. Хватит? Хватить. Вот которые руками перетирают. А я не могу руками. Я ложь повезем продать. Ох, довольный, что котенята повезем продать. И так я отговорилась и кажу, хай едь додому с мамой и с папом, а моя кошка хочется, попродаем котенята, и тогда я до вас перееду. Добро. И все. И забывший, поехали в Навародок, на другий раз приехал, еще забывший. Я бы еще огонек поменьше беру. Печи. Ты там научишь всех варить затирку. Да. Я думаю, что там умеют все. Это же крестьянская еда. Но вот иностранцы, наверное, не умеют. Будут смотреть и удивляться. Чем надо печиться? Ой, мощезаредка. Ну, добре, ничего страшного. Треба було води одлить трохи, однять. Ничего страшного. Не наливать будешь, ложкой черпать. Вот, прошло 5 минут и готова затирка. Ну, не должно быть горячее. Угу. 1,5 часа едешь. Ну, 2 где-то, 2 часа. Там кабан тебя чекает. Да, Яшка ждет. Угу. Яшка. Как вкусно. Редко тебе. Правда? Вкусно. Сама? Ого, ну прям настоящая, магазинная. Строгала? Ну. І Зої гедеку зробила. Угу. Ой, Павловна, як добре. Ой, добре. Ну, кажу, ну не біжиш, як бутилка. Конечно. Тільки що от лопнуло трохи. Та гарячина, вона як сохне, лопається. Ну так нічого, що лопнула. Конечно. Буду живо зроблю другу. Уже вона давно у мене. Давай гущу подарю тобі. Все хорош. Я не доем. Бери молочка. Не, не, Молочка, не надо тут жить. кришку гарячу буде.
Будет жидко опять. Ой, хорошо. Все, бабуля, да? Ну, щасливенько тобі. Щасливо. Я приеду. Добре. Приїжджай. Угу. Ну, і хоче, щоб я познала його. Каже, бабуля, ми ще не познала. А де ж я познаю в цій масці?